Всем привет! Сегодня я буду заниматься тем, что очень не хочу делать, но это сделать необходимо. И заниматься я буду сегодня обрезкой ежевики. Почему я так сильно не хочу ее обрезать? Потому что ежевика очень колючая. Я ее запустила с весны. В общем, ничего с ней не делала. И поэтому у меня вот такие огромные заросли. И сейчас я эти заросли буду разбирать. Когда обрезать ежевику осенью? Когда уже листья начнут желтеть, краснеть, ежевика уходит в спячку, в зимнюю спячку. Уже нет процессов сокодвижения, ежевика засыпает. Вот в этот период нужно и необходимо ее обрезать. Обрезать ежевику можно и весной, но так как весной у нас очень много работы, у меня очень много рассады, много цветов. И я думаю, что я опять ежевикой не займусь. Просто у меня не хватит весной на нее времени. Поэтому я решила обрезать ее осенью. Принцип обрезки ежевики таков. Обрезаем все ветки, которые отцвели. Ежевика цветет и дает плоды на ветках текущего года, на новых отростках, которые появились с весны. Старые отростки, которые уже дали плоды, они уже на следующий год плоды давать не будут. И поэтому их нужно обрезать. И обрезать буду тоненькие, ну вот примерно вот такие, которые по размеру меньше карандаша. Эти ветки, они совершенно не нужны ежевике в зиму, потому что они могут подмерзнуть зимой. И через них мороз может пройти на основные стебли, поэтому их тоже буду вырезать под самый корень. Как я это все сейчас буду делать, не знаю. Первым делом снимаю вот эту опору. Это не опора, это просто видимость опоры. У ежевики должна быть опора не меньше, ну, наверное, 1,70 м до 2 метров. И она должна быть серьезная опора. Железные столбы, железные перемычки, потому что растение сильно ветвистое, очень большие у нее побеги и тяжелые побеги, поэтому опора должна быть серьезной. Эту опору, которую я делала с весны, это просто видимость опоры. Сейчас иду на ту сторону, сниму еще один столбик. Расшатать нужно. И вот первый кустик. И смотрите, сколько у него новых побегов. Здесь больше десятка побегов. Оставлять нужно 4-6 побегов. Я буду оставлять 6, потому что за зиму некоторые побеги могут не пережить. И весной их нужно будет обрезать. 4 побега будет в самый раз. Вырезаю сразу самые тонкие. Вот такой тоненький побег. И когда обрежу самые тонкие побеги, я уже буду смотреть, где остались побеги, которые дали урожай. Вот они у меня есть, такие побеги. Их тоже обрезаю. И оставляю самые мощные, самые сильные, хорошие побеги. Урожая у меня в этом году было очень много. Но так как куст разложился и рос в беспорядочном состоянии, то урожай я собирала только поверхностно. Внутрь куста я залезть не смогла. Хватило только на то, чтобы сварить компотик, сделать десерт внукам. Поэтому я решила привести ежевику в порядок, чтобы на следующий год у меня был опять же хороший урожай, и я смогла его удобно, комфортно собирать. Ну а сейчас лезу в самый куст и под самым корнем, не оставляя никаких стеблевых отростков, под самый корень вырезаю. Уже цепляется и за курточку, и за шапку. Вкусное растение, но очень и очень
колючая. Так, есть один. Обрезаю вот такие молодые, которые меньше размера карандаша. Эти ветки идут от основного стебля. Основной стебель оставляю. Вот такие веточки обрезаю. В зиму они все равно замерзнут. Почему опора у ежевики должна быть мощная, высокая и мощная опора? Потому что ежевика дает огромный прирост. Хочу вам показать плеть, какая она по размеру. Вот она идет, вот эта плеть. И вот она идет дальше. И размер этой плети около 3 метров. То, что лежало на земле, то, что не уцепилось за мою опору, это уже все посохло. Если бы эта плеть была подвязана к опоре, она бы дальше развивалась, зеленела и давала плоды. Плоды у ежевики появляются на приросте текущего года. Из каждого междоузлия растет веточка, и эта веточка уже даст плоды. Хочу вам показать наглядно, как это все делается. Вот эта веточка на следующий год даст плоды. Сейчас я укорачивать плеть не буду. Оставлю все в зиму. Весной просто сделаю санитарную обрезку тех стеблей, у которых кончики подсохли. Вот этот кончик можно было сейчас обрезать, но я его все-таки оставлю. Весной я его обрежу до здоровой ткани. Ребята, еще хочу показать, что ежевика очень хрупкое растение. Вот оставила плеть, почти 3-метровую, хорошую плеть, молодую, которая должна на следующий год дать плоды. Но немножко переломала. Мгновенно ломается, мгновенно делает заломы сразу вот в 2 местах. Поэтому эту плеть мне нужно будет в любом случае обрезать. Потому что зиму она не переживет. Да и какое, уже нарушены ткани растения. Уже никак она себя не проявит, эта плеть. Просто засохнет. Работайте очень аккуратно. Вот с 3-метровой плети у меня остался метровый отросток. Есть еще и вот такие, совсем сухие. Они уже сами за себя показывают, что их нужно обрезать. Они уже непригодны к дальнейшему развитию. Обрезку нужно делать в солнечный день, не в дождливый, чтобы вот эти срезы, которые срезаем, затянулись корочкой. Если будет дождливый день, они не успеют затянуться, и растение может гнить. Вот еще вытянула из куста интересный экземпляр. Плеть лежала на грунте и уже пустила вот такие корни. Ну и, конечно же, я эти корни сейчас пересажу. Продолжу ряд. Ребята, немножко внесу поправку. То, что я хотела обрезать на 2 междоузлия, это не сработает. Почему? Потому что при обрезке, вот здесь тоже на одном есть корешок, и листья растут вниз. Это получается обратный рост. Поэтому, рассмотрев хорошо вот эти корешочки, я поняла, что
внутри корешочков беленький отросточек, это уже будет новый стебель. Поэтому сажать в лунку я буду не по мере роста, как росла лоза. Обрезала еще больше, обрезала листья, оставила, наверное, сантиметров 5. И вот так буду выкладывать в лунку. Эти корешочки прихватятся грунтом, и весной вот эти вот отросточки, которые появляются внутри корня, они пойдут из земли уже расти так, как им положено. Сейчас пролила лунку водичкой, засыпаю грунтом. В общем, сама еще никогда такого не делала. Это как бы, наверное, эксперимент. Воткну сюда палочку, чтобы видно было за зиму, где лунка. И весной покажу, выйдут отростки из вот такого обрезанного стебля или не выйдут. Как оно получится, потому что фактически сажаем обратным ростом. Так, присыпала грунтом. Сейчас пролью. Воткнула палку, чтобы весной понаблюдать, будут ли отростки или не будут. В общем, как-то даже я начала сомневаться в том, что у меня что-то получится. Ребята, вот еще один экземпляр. Еще один отросточек с корнями, с хорошими корнями. Вот так я его обрезала. И здесь уже четко видно, что растет зеленый отросточек. Это будет будущий стебелек. Поэтому я сделаю опять же прикоп. Прикопаю вот этим отросточком вверх. И весной он уже начнет расти как самостоятельное растение. И, ребята, я поняла, что вот этот отросточек с корнями можно не отрезать от материнской плети, прикопать эту плеть в грунт, а весной, когда появится отросточек из-под земли, можно будет аккуратно раскопать, обрезать и уже посадить как самостоятельное растение. Я, скорее всего, поспешила, что я пообрезала, как-то не подумала. Лучше бы я сделала прикоп вместе с материнской плетью. Будем надеяться, что все будет хорошо. Но не будет хорошо, мне хватит и этих кустов ежевики, поэтому сильно расстраиваться я не буду. Обрезала я, ребята, всю ежевику. На это у меня пошло немало-немного, часа 3. Примерно на каждый кустик по часу. Оставила в кусте в этом 6 веток. Рядышком кустик. Получился у меня 7 веток. И вот совсем молоденький кустик. Получилось только 4 ветки. Что делаем дальше с обрезанной ежевикой? Складываем ветки к земле. И вот такой шпилечкой прижимаем. Укрывать я ежевику ничем не буду, потому что это дикорастущая ежевика. Она выдерживает очень большие морозы. Растет она везде, и в лесах, и на полянах, и в посадках. В общем, сама по себе размножает. Я не знаю, как ухаживать за ежевикой, которая бесшипная. Виденные селекционные сорта. У меня такой ежевики нет. Но эту колючую просто укладываю на грунт. Ничем не прикрываю. Ничего под нее не подмащиваю. Вот так она у меня будет всю зиму. Если у вас сильно толстые ветки и ежевика пока не кладется на грунт, прижимать постепенно. Прижала то, что прижимается, остальное еще висит в воздухе. Постепенно, когда ежевика будет привыкать к такому состоянию, она будет нагибаться еще больше. И я просто шпилечку буду переставлять ближе к основанию, чтобы ее больше прижать к грунту. Вот так у меня получилось
3 куста обрезанной ежевики. 4-й куст я высадила молоденькими корнями. Но не знаю, будет он расти или не будет. Весной обязательно вам покажу и сделаю свои выводы. Вырастет, значит вырастет, не вырастет, значит не нужно было отрезать от материнского побега. На этом все. Всем, кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр. Всем пока.